Доброго времени суток, ребят, подписчики канала, вообще зрители, в общем, всем, кто интересна игра Tales of Noah. Надеюсь, правильно произнес. Вот, так что извините за мое произношение вообще английского. Но вы поняли, по названию, наверное, видео понятно, какая игра. И сегодня тема видео будет конкретно про классы и конкретно про один из классов. Это самый первый, который нам встречается в списке, когда мы открываем в игру. У нас класс рыцарь. Речь пойдет о этом классе и его подклассах. То есть у нас есть класс и его подклассы, то есть две профессии. Соответственно, это рыцарь правосудия и священный. Я не помню точно. Короче, это я позже покажу. Сначала мы поговорим о рыцаре правосудия, поскольку я на нем вот играл. Вот, попутно сейчас тоже играю, потому что сейчас, забегая вперед, скажу, готовится второй персонаж, это маг. О чем хочу в этом видео поговорить. Кто приходит на стримы, эти дни уже на протяжении нескольких дней, уже 3-4 дня идут стримы по этой игре. Мы стартанули, играем на третьем сервере, кому интересно. И, соответственно, я буду играть за каждого персонажа. Практически будем качать и будем разбирать, что и как по каждому персонажу. Во-первых, самому интересно, потому что этот проект я первый раз играю. И, соответственно, люди задают вопросом. И да, если и самому интерес есть узнать за каждого персонажа, соответственно, мне будет что ответить. Так тоже, да. И поэтому пока что вот мы стартанули именно с рыцаря. Почему с рыцаря? Потому что мне милишники ближе, но не сказать, что я не играю рейнджевиками. Рейнджевиками я играю. Э, Небольшое голосование на старте игры было в чате на ютубе, когда трансляция шла, и ребята выбрали рыцаря. Окей, стартанули за рыцаря. Забегая вперед, скажу, мне он, как сказать, на начальном этапе, что он из себя сейчас, вот 47-й левел у нас 48-й кап, мне не понравился. Не понравился именно из-за чего? Именно как он здесь сделан. Он хорош, да, он и может танковать, допустим, в том же спеке танка. Хороший дэмэдж наносит в ПВЕ. Возможно, может и топовый дэмэдж наносить в ПВЕ. В ПВП не самый последний по дэмэджу. Вот за рыцаря правосудия, если в ДД одеваться, да. Но с выживаемостью в этом спеке не очень лады. Либо вы берете хороший контроль в ПВП и что-то делаете, либо как-то что-то одно из двух, что-то среднее, в зависимости от ситуации. Все будет складываться от ситуации и как вы это здесь реализуете. Реализовать это здесь сложнее немножко относительно чего-то, скажем, предыдущего опыта того же Guardians of Claudia. Ни в коем случае эту игру я не хочу сравнивать с той игрой. На первый взгляд очень сильно может показаться, что механики схожи, но на самом деле это не так. И, ребят, я в этом видео рассказываю свое мнение и свой опыт. Если я не разделяю ваши взгляды и наши мнения с вами отличаются, это нормально. Не надо писать под комментарии гадости и спорить. Я заранее предупреждаю, таких людей я даже не буду выслушивать, я просто забаню. Конструктивный диалог, критика, пожалуйста. Вот. Возвращаюсь к рыцарю. Соответственно, это мы попутно поговорим. Я не буду сейчас, не разбирая это, обобщать, рассказывать, почему и что не понравилось. Мы попутно к этому все вернемся. Давайте. Миличар, классический, скажем, да, вар, как мы любим. Здесь он представлен как рыцарь. Что мы имеем? Тут он, конечно, по-другому нарисован.
у нас с копьем таким и с щитом. И что он из себя представляет, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Нету классового, подклассового разделения. Характера персонажа нету. Что я имею в виду? У каждого класса и подкласса есть характер персонажа. Классовость персонажа, пассивная его склонность. Как мы знаем, допустим, из предыдущих игр каких-то подобного жанра, допустим, грубо говоря, воин, вар имеет склонность, пассивную характеристику, классовость к более выживаемости. То есть это его врожденное, встроенное. Это не как навык ты принимаешь, да? Соответственно, у магов это увеличение урона и так далее. У разных классов своя сильная сторона, да, классовость, свой встроенный навык. Здесь такого нету у этого персонажа. Я не знаю, ребят. Я очень сильно ругался на и разработчиков игры и так далее, на стримах. Почему? Потому что это сделано очень глупо, скажем. Я не буду ругаться сейчас на этом видео. Это сделано очень глупо, необдуманно. И такое ощущение, как будто бы они не знают, как это должно работать, и как будто они вроде на бумаге придумали и создали игру. То есть они это не делали, ну, не играли, что ли, не проверяли, потому что так не должно быть. Есть одно но. Рыцарь правосудия — это профессия под класс рыцаря в ДД, то есть в урон. У него вообще отсутствует. Но с 38 левелом, когда вы первый раз получаете пробуждение, выбираете вы кем играть, допустим, да, под класс, вот тогда у танка, у первого пробуждения, у него есть это. Он тогда только открывается. Он у всех в этой игре изначально его нету. Вы его получаете, этот пассивный навык, он сразу вкачан на единицу, больше не качается. Это ваша склонность, это характер вашего персонажа. Так, у рыцаря только есть он у танка. И вы сейчас будете смеяться. Ну, вообще-то это не смешно, я не знаю. Кому-то пофиг, кому-то что-то. Типа это нормально. Это PvP-шная игра. И у него там... Что она дает? Угадайте. 25% снижение урона от монстров и от боссов. Все. То есть... Тут без комментариев, думайте, что хотите. Для меня это дико, это ненормально, ну, это глупо. Это глупо сделано. Они, я не знаю, как это вообще думали, что делали. Просто у вас деф от мобов и от босса. То есть, то есть у вас ничего нету. А вот на этом подклассе у вас абсолютно ничего нету. Даже и этого нету. Ладно, ребят. Короче, апаете вы 38 левел. Тут, кстати, сейчас кап левела у нас 48 на данный момент. И я скажу на данном этапе развития, что как, что можно, что из себя представляет воин и что актуально. На старте эта информация, возможно, кто только первый раз играет, будет как-то полезна. Дальше поиграем, поживем, посмотрим. После 50-го, потому что добавляется новый навык. И если что, вы сами можете там еще посмотреть. И насколько, как и где актуален будет этот персонаж, как он себя будет представлять. Возможно, мы будем какие-то обзоры еще делать. Соответственно, сейчас я вот то, что даже вот такое долгое вступление, извините, просто это надо было сказать, потому что в этом видео как бы мы только вступаем, скажем, в серию этих видео по этим классам. В дальнейшем такого не будет. Возможно и будет, потому что посмотрим, как это. Я просто не мог этого не сказать, это надо было объяснить. 38 левел. У вас вы получаете профессию, идете к NPC, получаете профессию, открываете
У вас будет на выбор две профессии. Соответственно, здесь рыцарь. Первая профессия будет на фул танка и, соответственно, вторая вот ДД на урон. Вы предварительно выбрав, не можете проверить скиллы там же на месте и потом после выбрать. Вы можете лишь там скиллы видеть, прочитать, какие новые доступные будут пассивки и умения, и, соответственно, сделать выбор. Вот и все. Но как бы это не проблема, ребята, если не понравится, вы можете сменить профессию. Позже я покажу, как это сделать. В принципе, это не очень дорого и никаких ограничений нету. Сколько угодно вы можете это сделать. Соответственно, как и сброс, допустим, навыков. То же самое, сброс навыков. Вы можете постоянно сброс делать бесплатно. Вот. Что из себя представляет DD-ветка? Сейчас я покажу вам PvP-шную ветку, какой я играл. И вообще, что можно, как тут заменить, если что, и почему именно так. Первая страница у нас абсолютно неизменная остается после того, как вы получаете профессию. Много навыков вы, соответственно, будете оттуда брать, потому что они усиливаются со второй страницы, когда вы получаете профессию. Соответственно, у вас помимо тех пассивок, допустим, вот пронзание души, у вас здесь есть щит с игнором, бонус с игнором идет урон, то есть вот эта часть урона, бонусный урон, который идет, он идет с игнором защиты, да? То есть усиление вот этого умения пронзание души. Такая пассивка. У вас плюс добавляется еще пассивка от него, которую вы отдельно не сможете прокачать, не прокачав этот навык. Но он усиливает не только его, то есть он усиливает уже другой навык. То есть он вот бешеный удар снижает его КД с уровня прокачки. Соответственно, здесь прокачан на 3, соответственно, здесь 1,6 секунды. Каждая прокачка левела 0,2 секунды дает. Дефолтная с нуля с первого левела это 1 секунда. И, соответственно, плюс к урону. Это уже баф идет к этому. Но вы эту пассивку не можете прокачать без вот этого навыка, потому что это вот от него идет. Что взято у меня на рекомендации, говорю, ПВЕ. ПВЕ здесь взято по рекомендуемым. У вас также есть, вы открывается рекомендуемые. Нажимаете его, можете рекомендуемые использовать нажать. Здесь в ПВЕ стоят скиллы абсолютно рекомендуемые. Самый оптимальный вариант. Единственное, что здесь как и можно изменить, и что вы добавляете, после 40-го левела обязательно вкачиваете эти пассивки. Вот. Обязательно в единицу сразу же. И, соответственно, здесь уже смотрите. Если вам не хватает выживаемости, вы можете добрать эффективность восстановления, допустим, от навыков, да, часть урона, поскольку вы под бафом идете вот этим, ангельское правосудие, хорошо синергирует вот этот навык. И, соответственно, можете взять его, вкачать больше, чуть. 1, 2. Здесь в 2 сделано, потому что в ПВЕ это больше, чем достаточно. Потому что на начальных этапах все равно какие-то пати, вы все равно с хилом ходите, это вам с головой. Можно даже АФК. Редко, когда вы тупите и где-то подставляетесь, можете умереть. Соответственно, второй навык, пассивный, это основной у нас, он нам добавляет от обычных атак вероятность 22%, что увеличивает атаку нашу. Это очень хорошо, это очень круто. Дается на 5 секунд, кулдаун 10 секунд. Соответственно, мы только находимся 5 секунд, скажем, без этого эффекта. И, соответственно, в течение этих 5 секунд, возможно, у нас как раз-таки прокнет. Поэтому шанс чуть-чуть поднят и атаку. Можно его и больше качать. Вот. Здесь все понятно. Скиллы я читать, я не знаю. Я могу вкратце сказать, читать подробно не буду. Механика скилла щита бьет, замедляет. Пассивка дает дополнительный урон.
Вот, и замедляет, да. Здесь у нас пронзание души, очень низкое КД, 5 секунд. Колющий удар такое наносит копьем. И, соответственно, то, что я вам говорил. Пассивка очень сильная, дает бонусный урон, который проходит в цель с игнором защиты. Очень крутой. Остальные скиллы здесь, за исключением вот этого. Вот этого тоже можно взять, кстати, замен, допустим. Если вы в пати, вам урона не хватает, замен, допустим, вместо ангельского правосудия можете взять вот этот с пассивкой. Но обязательно тут нужно иметь хотя бы 9-3 вкачка, чтобы у вас было а, снижение защиты цели, уменьшение защиты, уменьшение всех видов защиты цели, по которым попадает щит. То есть он выстраивает ряд щит перед собой и толкает такой удар. Соответственно, цели теряют защиту от всех этих, всех видов. Всех видов защиты, это имеется в виду маг, физ и так далее. Элементальные, все виды защиты он снижает. Очень хороший скилл, и скилл можете юзать как раз таки за место вот этого скилла. Вот. Если, допустим, в команде нужно не соло ваш урон, а именно вы так усилите не только свой урон, но и командный, потому что у цели будет висеть это снижение от урона, и, соответственно, вы будете с командой больше дамажить. Вот, это что касается вот этой страницы. Остальные навыки нам не интересны. Это что касается ПВЕ, здесь понятно. Это наш основной damage skill. 12 секунд КД. Соответственно, мы здесь его снижаем на 1.6. Он у нам становится 10.4. Это очень быстро КДшится. Что он делает? Это выпад вперед. И в течение этого выпада он дает 5 ударов копьем. Вот, и наносит колоссальный урон. Тут очень большой урон. 1326% урона на 4 вкачке. И, соответственно, у нас пассивка тоже на урон. Больше ничего не дает. То есть урон, урон. Это full DD скилл. Вот. Единственный его минус. Любое воздействие с контролем или микроконтролем во время того, как вы бьете этим скиллом, его могут сбить. Вот. Так что имейте в виду и правильно его кастуйте. То есть его не надо кастовать, когда вы находитесь под фокусом, а его собьют моментально. И, соответственно, урон этот не разовый. Урон этот за весь промежуток, за все удары. 5 выпадов делает копьем, и вот эту цифру мы получаем. Вот. И следующий навык, тоже активный, хороший. В принципе, мы его носим. Мы можем его не использовать в ПВП, в ПВЕ. Но тут еще такой момент. Этот навык еще и несет, скажем, в себе не только баф урона, который он нам дает в течение 10 секунд, на 4-м левеле прокачки 9% увеличения урона и, соответственно, у нас 14%, самое важное, урона преобразуется в лечение. То есть тут у нас еще и деф механика. Если вы заметили, что здесь практически нету деф механики больше нигде. То есть есть отхил. То, что он рыцарь, да, он по статам будет плотнее, поскольку у нас атрибуты основные это сила ОЗ, а соответственно это физ-защита хорошая. И поэтому у нас больше мы плотнее, чем остальные персонажи по дефолту. Но каких-то механик в этом подклассе нету таких сильных дефающих механик. Вот, соответственно, отхил это наша, скажем, живучесть в этом билде. Соответственно, этот баф нам очень хорошо заходит. 10 секунд все висит этот баф. Соответственно, мы увеличиваем свой урон. И мы часть урона, то есть 14% полученного урона, к нам преобразуется в лечение. Вот.
КД у этого скилла, к сожалению, не маленькая, 25 секунд. Ну, получается, мы под этим скиллом 10 секунд. 25 минус 10, 15. Соответственно, мы находимся без бафа 15 секунд. Считай, КД скилла 15 секунд. Ну, немало, но все равно хороший скилл. Так что мы его используем. И его пассивку. Пассивку тоже используем. Что наша пассивка дает? Пассивка дает нам основную выживаемость этого скилла. То есть этот скилл нам дает две механики выживаемости. Это в активке у нас, соответственно, 14% на 4-м левеле в качке. То есть там по проценту, насколько я помню, качается. То есть 10 на 1-м. Получаемого урона он преобразуется в ХП, то есть мы восстанавливаем себе ХП. А здесь же пассивка нам что дает? Пассивка дает во время действия вот этого навыка, когда мы заюзали во время действия только, то есть в течение 10 всех секунд, все виды защиты увеличиваются на 14%, а весь наносимый урон на 7%. Это на второй вкачке. Вот. Это очень сильно, потому что урон тут весь, full ко всему относится, к навыкам с руки. То есть весь урон, который мы наносим финально, вот, он увеличивается вот на процентном соотношении. Это очень жирно. И самое важное, это 14% ко всем видам, все виды защиты. Это вот наша, скажем, основная выживаемость под этим бафом у именно вот этого, скажем, подкласса. Дальше у нас об этом я вам рассказывал. Мы снижаем КД этому скиллу. Обязательно он нужен хотя бы в троечку взять. Можно и в 2 взять, если в какой-то из нижних поинтов хотите вкинуть. И, соответственно, добавляет урон. И вот как раз таки следующая пассивка. Плюс еще одна, скажем, еще один поинт в пассивках, который добавляет нам выживаемости. То есть здесь вот этот щит, который у нас был, вращается вокруг нас, дамажит людей, людей противника. И, соответственно, он замедляет за счет этой пассивки. А вот эта пассивка как раз таки у нас восстанавливает ОЗ 38% от общего урона плюс 3,6% от макс ОЗ. Это на 3-м левеле вкачки. Соответственно, на 1-м левеле будет ниже и наносит на 13% больше урона. Здесь, ребят, сразу говорю, механика какова. Вы восстанавливаете эти ОЗ чуть-чуть с задержкой, потому что щиты действуют 5 секунд, крутятся. Вот как раз таки урон проходит. В конце, даже добавлено, в конце вращения щита, то есть скилл прошел, восстанавливает ОЗ. То есть побили, сколько щиты побили противника. И вот от этого вот эти цифры вам возвращаются ХП. Тоже одна из механик выживания. То есть отхил здесь, здесь снижение, усиление всей защиты. Вот и все. В принципе, здесь мы шанс восстановления ОЗ при использовании навыка 17%. Тоже очень хорошая пассивка. В дальнейшем, конечно, лучше их вкачать. Но на данном этапе даже на 17% шанс может так частенько выпадать и отхилить. То есть такие прям, скажем, очень важные моменты, когда у вас, допустим, мало хп и вы скиллом попали, допустим. Но скажу так, в PvP таких прям сильных дамажных скиллов у вас нету. Помимо того копья, который мы будем использовать, я чуть позже скажу. Соответственно, в PvE очень много скиллов, хорошо дамажат, и практически это в основном мобы, либо боссы, и, соответственно, и есть когда восстановить, то есть время. Здесь все понятно. Здесь у нас шанс, что мы можем увеличить свою атаку в течение 5 секунд с кулдауном 10. Здесь у нас, если остается меньше 25% ОЗ,
при использовании всех навыков урон увеличивается на 17% в течение 10 секунд. КД 30. А вот этот навык можно и вкачать на единицу поначалу, но в дальнейшем, конечно, стоит вкачивать. Почему? Потому что здесь очень хороший сильный урон, потому что все-таки всех навыков и, кстати, действие 10 секунд это немаловажно, потому что у нас большая часть навыков как раз таки, ну не большая, часть навыков с кулдауном 10, а то и ниже. То есть, соответственно, у нас вот эти скиллы по 8, 5 и здесь 10 секунд. То есть у нас в этот предел могут попасть. Это что касается ПВЕ. Вот. И еще, как и говорил, можно как раз таки вот через этот щит, через снижение, допустим, урона вот, всех видов защиты, через цепи. Через цепи, конечно, можно, потому что здесь пассивка есть, которая уменьшает защиту врагов в течение 5 секунд. Но суммарно в совокупности сам навык дает меньше урона, плюс пассивки на 48-м, 38-м, 40-м, скажем, левеле до 50-го плюс нету такого здесь, чтобы усиливать эту пассивку цепей. Даже в дальнейшем, и когда она будет совсем иная, не для ПВЕ. Соответственно, это нам не подходит. Но можете экспериментировать, возможно, кому-то как. Но экспериментировать можно вот с этим щитом. Будет домашнее, но отхила будет меньше за счет того, что у нас не будет щита. И, соответственно, у нас что? Здесь, в принципе, все. Это что касалось ПВЕ. Дальше у нас, ребят, ПВП. Так, у нас что? По времени, блин, 27 минут идет уже. Надо ускориться, ребят. Я постараюсь ускориться, потому что вступление очень долгое было. Что касается ПВП. Мы переключились в ПВП, ребят. И здесь я не буду по-новому... ну тут новые скиллы есть. Здесь что мы на... Набор скиллов будет вот такой. Порядок он такой выставлен, но порядок мы, конечно же, по-разному нажимаем. Я от ситуации. Я бываю с цепей начинаю, бываю с оглушений начинаю. Бегу до цели, просто в толпу бегу. Первого, кто пытается к нам ворваться, останавливаю станом, потом в сторону отхожу, либо цепями оттягиваю, либо оттуда же цепями остальных к нему притягиваю, либо провокацией этого беру и дальше пешком иду, смотрю по ситуации. Цепи. Что она из себя представляет? Сковывающая цепь. Мы в конусном таком виде, пространстве, очень таком немаленьком, кидаем цепь. Обязательно в PvP покажу, как его вот так притягиваем к себе цели. И, соответственно, наносит урон. И пассивка, как и говорил вот сейчас предыдущий с ПВЕ, что делает? Кстати, вот он бросает цепи, притягивает к себе и обездвиживает цели на 2 секунды, наносит урон. Здесь же пассивка его усиливает, увеличивает сковывание. Правильно сейчас прочту, как обездвиживание вот это, она усиливает на 2,4. Это не означает, что это добавляет к этим 2 секундам, что еще 2,4. Не путайте. То есть порог теперь не 2 секунды, как здесь, то есть у нее стало 2,4. Это с левелом прокачки. На втором левеле 2,4. Поинтов пока 47. Из всех поинтов 47 вот так сделано. И следующая защита врагов уменьшается на 14% на 5 секунд. Это очень сильный навык, очень сильный контролирующий навык. Много проблем может предоставлять противнику, как и вам, так и противнику, потому что в умелых руках
эта цепь очень большие проблемы сделает. Он может вытаскивать с толпы в толпу. То есть вары просто бегут на вас и вот этим вот тянут рыцаря. Но очень хороший, да. Урона мало, но тут не про урон этот скилл. Соответственно, смотрите. Здесь есть один момент. Здесь написано обездвиживает цели. Что это значит, ребят? Цель не может передвигаться, когда скована, но он может какие-то обилки заюзать. Не путайте это со станом. Ну, соответственно, как прокачивать из всех навыков, которые, из поинтов, которые есть, они вкачаны. У меня 7.2, можно вкачать и 9.3, в зависимости, как поинтов хватает. У меня так вкачано, чтобы было чуть-чуть уже тоже на снижение урона. Можно и больше вкачать, конечно. Я бы даже вкачал бы, но поинтов не хватит. Здесь чуть-чуть у меня сделано с уклоном на выживаемость тоже, чтобы впитывать более-менее мог. Поэтому чуть позже расскажу. То есть это full контроль. Дальше у нас скилл идет как раз таки бесстрашная атака. Здесь взято 6.2 тоже. Что это такое? Мы как раз таки получаем разгон на 4 секунды. То есть ускоряемся на 25% на скорость передвижения. МС повышается, подбегаем к цели и наносим удар щитом. И, соответственно, мы его оглушаем на 2 секунды. Выглядит это вот так. И радиус, видите, вот такой. Вот с такого расстояния он прыгает до цели и станет. Ну, поэтому мне не нравится рыцарь, как здесь исполнен. Беда здесь, ну, вариации разные есть контроля, но в бою они порой не очень как-то, знаете, мобильности, что ли, не хватает. Как-то вот. Бывает, что как-то не то. Ну, сделали бы рывок, прыжок там и стан, и все. Потому что в навыках мы можем использовать только 4, а это все как-то коряво выглядит. Вот. Соответственно, у нас здесь ускорение, стан и наше усиление. Что оно дает? Усиление нам дает пассивка усиления как раз-таки вот этого ускорения мы больше можем получить. На двоечку вкачать хватает. Можно и больше, но 35% скорости движения это прям ощутимо быстро. И, соответственно, наносит больше урона. С этим все понятно. Взяты два скилла в контроль. И следующий скилл у меня тоже взят в контроль. Все-таки больше упор сделан на контроль, нежели на какой-то урон. Потому что взять, допустим, один контроль, либо два, все-таки комфортно себя не чувствуешь, потому что тот, что этот костыль. Там ты вытянул, вроде бы ты обездвижил, но цель может что-то проюзать, и все нормально у него. Здесь ты пока бежишь, тебе может кулдаун просто закончиться, либо цель видит отпрыгнет, у тебя время закончится 4 секунды, ты не добежишь и не застанешь, потому что рейндж очень маленький. Поэтому это все костыли, и тебе обязательно приходится, скажем так, максимально иметь разные вариации подхода и контроля противника. Вот тогда будет эффективно. Это можете посмотреть даже на моих стримах. Были PvP с этим персонажем, да, рейтинг мы апали. Вот, что это из себя представляет? Очень сильный скилл, очень сильный скилл. Один из самых таких скиллов, который я оценил в этом классе. Это очень крутой скилл контроля. Вот здесь он что делает? Карающий рев, то есть мы кричим в области, область, не, кстати, не маленькая, такой области, и вы агрите на себя людей, противника. То есть они спровоцированы, происходит спровоцированные цели, наносят на 10% меньше урона в течение 5 секунд. Это наша механика выживания и контроля. Кулдаун 8 секунд и, соответственно, наносит урон. Пассивка что делает? Пассивка увеличивает вот этот пул снижения урона. То есть с 10 здесь она как раз таки дает 16% усиления, снижения урона.
получаемого урона. И, соответственно, наносит больше урона. Вот. Взят он у меня 9 в основе, да, потому что можно было пассивку взять в 3. А вообще, желательно, конечно, можно и больше взять, чтобы у нас по максимуму сделать снижение урона. Дальше у нас вторая страница. Тут я об этом скилле рассказывал, как и в ПВЕ. Это бешеный удар, да, собственно, тут ничего особого. Full урон, это наш основной damage скилл. Допустим, как это выглядит. Подбежали, застанили. Либо цепью стянули и далее, допустим, с того же скилла, вот с этого. Либо застанили, зафокусили цель, далее с этого скилла. То есть кулдаун этого скилла у нас 12 секунд, потому что мы не взяли вот этот щит, и поэтому мы не можем снизить кулдаун. Вот. Здесь full урон и пассивки взяты у нас вот таким образом. У нас 5, 1, 3, 1. Вот этот взят у нас на 1. Это как раз таки усиление вот этого провокации, я называю ее. Вот, карающий рев. То есть мы провоцируем людей, противника. Здесь что мы получаем? Увеличивает урон, получаемый спровоцированной целью на 6% в течение 5 секунд. Наносит на 6% больше урона этот скилл. И цели получают на 6% больше урона. Взять единичку, конечно, хорошо бы его по максимуму взять, но тут такой момент, то что каждым последующим левелом он дает всего лишь 1% урона. Не взять 1 поинт, как бы плюс 6% цель получает больше урона, то, я думаю, это хорошо. Допустим, притянул, допустим, всю толпу на себя, допустим, тиммейты стоят за спиной, пачку словил нескольких противников, к себе притянул, крикнул ревом, среагировал, а у них уже снижена защита, плюс от рева защита, то есть увеличение урона, увеличенный урон они получают. То есть хорошая комбинация. И они обращены на вас. Бьют вас. И бьют как раз таки спровоцированные цели вас автоатакой, не скиллами. То есть когда вы рев юзаете, они оборачиваются, вы становитесь целью у противника, и они вас бьют. Вот. Здесь пассивки сделаны, ребят, таким образом, но тут такой момент. Здесь я тестово вкачал вот этот навык на 5 поинтов. В ПВП посмотреть, как, насколько часто прокает и насколько сильно она дает отхила. Потому что, как вы заметили, отхила здесь в ПВП у меня нету. За счет вот этого скилла, за счет вот этого щита пассивки, да. Мы не берем вот этот ангельское правосудие в ПВП, потому что все-таки кулдаун 25 секунд нам не дает часто участвовать в каких-то замесах и эффективно как-то использовать это. Да, баф хороший, но нам нужны обилки, которые помогают команде и вообще чтобы больше иметь влияние на окружающую обстановку. А это мы можем сделать лишь с большим контролем. Поскольку мы мили персонаж, и мы в гуще событий, соответственно, выбор такой сделан. Вкачан на 5, потому что шанс восстановления 20%. Как часто прокает? Ребят, прокает часто, но тут еще зависит такое. Шанс восстановления ОЗ, нанесенный при использовании навыка. Тут такой момент. Поскольку у нас навыки здесь не очень дамажные, скажем, это не ДД навыки, это навыки на ПВП. Соответственно, на любом из этих навыков, когда он прокнет, отхил будет, но он не будет такой огроменный, как, допустим, был бы, допустим, с этого скилла. Но, скажем, на каких-то очень в каких-то очень сложных ситуациях, когда вы прям на последней доле ХП как-то держите противников и что-то когда-то прокает, это дает вам время, скажем так, пережить и больше импакта, больше
пользы принести своей же команде на той же, допустим, в том же Колизее 3 на 3, когда вы деретесь. Поэтому я его взял чуть больше, чтобы, ну, до 20 догнать, 20% шансов, чтобы было. Соответственно, кстати, с шансом и ХП, который восстанавливает, усиливается. Вот этот скилл просто взять символически на единичку. Можно его, кстати, и не брать. Можно взять вот сюда даже. Вот этот навык не брать. Можно взять сюда и уплотниться. Уплотниться, говорю, больше урона получить. Почему? Потому что вот этот дает при обычных атаках с вероятностью 20% шанса у нас увеличивается на 10% физатака. При обычных атаках. Мы обычными атаками там не так будем часто бить. Будем, конечно. Да, мы бьем, но все-таки у нас КД скиллов очень невысокая, мы часто скиллами, и наша задача всегда вот держать противника и вообще максимально, скажем, контролить его, максимально вести их за собой, максимально держать на себе этих противников. Это Сину, да, там пришел, даже с руки побил, прыгнул там с киллами, может быть, здесь. Но в ПВЕ, понятное дело, вы авто стоите, бьете моба или босса, и, соответственно, у вас есть шанс, что сработает, и вы апнете себе физическую атаку. Поэтому она взята на единичку, пусть будет. Можно и качать ее, но там уже с левелом не так много она дает, потому что 2% дает на шанс срабатывания и 1%, соответственно, буст этой атаки. В дальнейшем, когда уже будет макситься билд, когда у вас очков, поинтов, навыков будет достаточно, можете взять его хоть все 10. А про этот я уже сказал. Здесь у нас меньше 25%, если остается, очень интересная пассивка. Меньше 25% имеем ОЗ. И наносимый при использовании всех навыков урон увеличивается на 18% в течение 10 секунд. Это у нас как раз таки на 3 вкачанный навык. Это очень хороший навык, потому что мы на лоу хп будем драться очень долго. Мы на лоу хп будем драться, и у нас на лоу хп будет хороший урон. Вот. Это вот как-то вот так. Это что касается билда именно в PvP, именно как я вижу, именно с чем я бегал, ходил. Поменять можете по-своему, по-другому, как-то, кому как угодно. Кто-то бегает, возможно, допустим, без провокации, но вот с этим щитом. Что могу сказать? Что вы получаете? Получаете навык с таким же кулдауном, больше урона получаете и снижаете КД вот этому скиллу и получаете отхил. Но, ребят, теряете, конечно, своего рода контроль с деф-механикой. Все-таки, я не знаю, мне больше понравилось вот это. Потому что здесь не усиление защиты, да, всех видов, как, допустим, других этих. Здесь снижение урона. Снижение урона идет. Неважно, это навык или с руки. То есть снижение урона идет, и плюс это идет 5 секунд. Соответственно, здесь щиты. Ну да, хп восстанавливать с задержкой. Такое, конечно. Кстати, КД не снижает. Это вот этот скилл я спутал. Просто получаете отхил и чуть больше урона. Возможно, ну, если вы настолько же вкачаете, да, чуть больше урона. Здесь есть, конечно, замедление щитов, но область щитов, я скажу вам так, ребят, область щитов не такая уж большая, соответственно, это надо вам, конечно, стянуть цели и потом, наверное, юзать его, чтобы они замедленные были, как вариант. Можно его использовать, но все-таки провокация это надежнее, скажем, контроль, и провокация может переломить ход. Допустим, вы видите, фокусят
пачка противников, допустим, ваших тиммейтов, вы не смогли вытянуть, как-то что-то произошло, но вы добежали, допустим, до первой цели, прожали, дали стан, там вся эта заварушка творится, и посмотрите на область. Вот в этой толпе просто прожали, и вы дали space, время среагировать вот этим людям на себя, сагрить их на себя, обратить, и вы даете время своим тиммейтам. Этот куда интереснее навык. И плюс вы обратили на себя, но вы снизили себе входящий урон. Снижение урона, который вы получаете на 5 секунд. Его даже если все нормально, вы можете, кстати, его убегая юзать, чтобы себе снизить урон, чтобы не добили. Либо подбегая заюзать, вот так ворваться. То есть вы его по-разному можете использовать. Ну, плюс еще небольшой бонус за счет пассивки, то, что противник получает больше урона на 6%. И, соответственно, сам навык наносит больше урона на 6%. Так, ребят, это что касалось рыцаря правосудия. Вот. Блин, ролик идет, конечно, 46 минут. Я не знаю. Дальше записывать сейчас уже танка, как, блин, что-то растянулось. Давайте расскажу про танка тоже, только по-быстрому. Я не знаю, быстро говорю, но просто подробно пытаюсь объяснить все. Заранее говорю опять, чтобы всякие не писали там по типу, а вот что там, воды много, то все. Ребят, я так привык объяснять. Кому и не нравится, ну, сорян, потому что люди есть разные, кому-то надо разжевывать, кому-то нравится рассказывать, разжевывать, так что угодить всем не могу. Записываю, как умею. Вот. Так, насчет... Это было насчет билда, навыков и так далее. Быстренько расскажу про атрибуты. Атрибуты у нас основные подсвечены у вас, у каждого класса, какие атрибуты с вашими главными связаны. То есть у нас атрибут основной это сила. Если мы где-то качаем в навыках, допустим, гильдии, мы выкачиваем как раз таки силу. Сила и второй у нас будет выносливость. Выносливость и, соответственно, выносливость влияет у нас на ОЗ, физзащиту, маг защиту, поэтому вот имейте в виду. Снаряжение, ребят, на снаряжение на данном этапе вообще не обращайте внимания. На 40-е, вот эти 50-е, это проходные сейчас будут. До 50-го вообще как-то не парьтесь. Конечно, есть тут сетовые шмотки, которые... Ну, на мне нету сетовых шмотки. Дает бонусы. Есть редкие шмотки с показателями. Эти показатели могут отличаться. Их может несколько строчек быть. Могут прокнуть рандомно показатели. Бонусные показатели могут также иметь разные плюс к навыкам. Какие навыки, допустим, к правосудию подойдут? Желательно искать навыки, которые дают плюс к пассивкам, ребят. Не к активному навыку, а к пассивному навыку. Потому что поинтов мало, допустим. Здесь нету поинтов, но вы получили пассивку на снаряжение, да, навыка удар щитом +1, да? Все, она сюда будет действовать, и у вас будет следующий эффект. Даже при том, что у вас навык не вкачан до нужного. Аж нужный навык у вас должен быть до 9 левела. Такой лайфхак. Если кто-то выцеливает такие навыки, делайте это вот так. Что касается компаньонов и для танка и для ДД набор абсолютно рандомный. Смотрите сами. Желательно, конечно, один пет иметь на отхил. Обязательно, к сожалению, мне не повезло. Из редких у меня только на защиту в деф. Но он неплохой. Он дает в пассивном. Там 5% защиты дает, когда прокает. И еще
Красная шапочка обязательно нужна этому билду и этому персонажу, потому что мы милишника, но больше контроля. Соответственно, это нам помогает в PvP, ну и даже в PvE, кстати. Стягивает в одну точку, хороший урон имеет. Красная шапочка, можете прочитать и подробно навыки. Вот. 3 навыка имеется у нас. Вот. И по пятам будет отдельное видео. Ну, тут нечего такого рассказывать, ребят, особого. Вот. А этого пета, я думаю, каждый может получить. Просто ДД, обычный урон наносит. И, соответственно, пет этот дается за первое пополнение. В принципе, все. Это о классе на старте, что можно узнать, что можете для себя как бы подчеркнуть, нужен ли вам такой персонаж, что вы хотите с ним сделать. Давайте я покажу, где вы можете сменить класс. Это магазин, магазин связанных алмазов. И у нас здесь есть вот такой свиток, привязанные алмазы. Свиток смены повышения называется. Сейчас купим. Вот. И, ага, у меня их два. То есть было, я потом, ну ладно, ничего страшного. И все, убежите. Нажимаете на свиток, он сам прибежит к цели. Вот. Сейчас мы спекнемся. Там мы, кстати, я не буду растягивать. Постараюсь, ребят, побыстрее это все сделать. Потому что... Так. И вот у вас две вкладочки. Вот ежедневное путешествие этого задания вам не нужно. Вам нужно вторую строчку смены пути повышения нажать. И вот все. Вот такая вкладочка у вас будет, когда вы первый раз будете на 38 левеле получите пробуждение. Выбор подкласса. Вот вы можете выбирать внизу. И, соответственно, у нас меняются навыки. Вот называется у нас танк. Рыцарь храма, божественный щит. Тот назывался у нас рыцарь храма, правосудие, насколько помню, да. Божественный щит и правосудие. Так, выбираем его. Я хочу показать вам, что и какую раскладку их сделать в плане PvE и PvP. Также смотрим рекомендуемые. У нас есть рекомендуемые, и тут как раз таки больше добавилось навыков. Личная защита есть. Личная защита, кстати, хороший вариант и подойдет. Так, секундочку, ребят. Блин, не вовремя. Надо было чихнуть. Извиняюсь. Смотрите. Личная защита, кстати, вы можете из рекомендованного взять вот это. Допустим, у вас в пати хороший хил, и вам нужно по максимуму самому защититься и иметь какой-то урон. Соответственно, вы можете взять смело вот это. Проверял, я смотрел. Хороший набор. Здесь, кстати, одна из игр, в которых рекомендованы хорошие наборы. В принципе, можно юзать. Но с прокачкой, конечно, надо самому что-то менять, что-то делать. Допустим, в PvP у предыдущего подкласса я, допустим, один навык заменил и пассивки переставил, потому что все-таки так лучше. По крайней мере для меня, и, соответственно, это на деле эффективно. Командная защита, ребят, то же самое, только меняется один скилл. Тоже, кстати, полностью можете использовать. Командную защиту, если вы идете прямо на хардкорного какого-то босса по типу Мираже или что-то, кстати, если вам защиты не хватает, можете взять командную защиту, данж, но обязательно в настройках снимите галочку, чтобы она автоматом не использовалась, потому что навык действует 3 секунды, а кулдаун 25 секунд. То есть КД навыка 25 секунд. Это ультимативная способность, но очень сильная, ребята, очень сильный барьер дает. Вот эти два навыка в PvE вы можете смело использовать. Два набора. Следующий у нас бонус к урону команды. Почему бонус к урону команды? Потому что здесь у нас два навыка присутствуют, которые снижают урон целям. В цепях и щит. В пассивке у них снижают урон
ой, урон говорю, извиняюсь, снижает защиту целям, соответственно, защиту снижаем целям, а цель бьете не только вы, а и команда, соответственно, бонусная команда. Тоже актуальная, тоже правильно раскачанная. Что касается PvP контроля. Здесь, кстати, надо уже смотреть, ребят. Здесь, конечно, я менял. Я сейчас попробую вам рассказать. Сейчас, секунду. Допустим, PvE. PvE самый оптимальный вариант, с которым вы бегаете. Это вот первый вариант. Личная защита. У вас будет и достаточный урон, и, соответственно, защита. Здесь единственное, что я менял. Где? Подожди. Нет, здесь все нормально. Думал, вот этот скилл. Провокация. Провокацию мы берем, потому что все-таки здесь более танковый вариант. И мы идем как танк в какие-то данжи, и, соответственно, каких-то боссов жирных, какие-то цели мы на себя агрим всегда. Потому что здесь у нас провокация, соответственно, еще не забываем, что мы получаем за счет него снижение урона. Если прям вам не хватает выживаемости, можно его вкачать в 3. Допустим, щит сбавит на несколько поинтов. Взять здесь его до 9 и добавить сюда пару процентов снижения урона. Но в этом билде этого достаточно. Если у вас в пати толковых хилов, вас там убить практически нереально там боссами или мобами. За редким исключением тех же боссов в миражах, которые очень сильно дамаж, но там надо знать механику босса и как бы и вейдить какие-то навыки. Но а так в целом очень впитывает за счет вот этого классовых черты, которые я говорил, которые я ругаюсь на этот класс, потому что это бездарно сделано со стороны разработчиков. Это вообще абсолютно трэш какой-то непонятный. Это, ну, то есть у нас полностью PvE игра получается. Это сарказм или как? Благодаря силе воли от боссов и монстров уменьшается на 25%. То есть у нас классовая стезя имени рыцаря, то есть это что? Только иметь защиту к PvE контенту, да? Ну, это они смеются. И плюс это она есть только у танка. Про эти скиллы мы знаем. По правосудию я вам читал. Они ничем не изменились, ребят. Соответственно, провокация то же самое. Здесь у нас щит, урон, замедление в пассивке. Здесь у нас пронзающее копье. Пронзание души у нас урон с маленьким кулдауном в 5 секунд. И, соответственно, у нас бонусный урон с игнором защиты проходит. Провокация, контроль и снижение урона. Почему в PvE он есть? Потому что мы на себя агрим и снижаем урон. То есть мы и так плотнее. Следующее, что у нас добавляется, это как раз таки навык. Очень универсальный, с неплохим будет уроном, в зависимости, какие цели нас бьют. Потому что здесь механика содержит что? Мы держим перед собой щит, входим в стойку щита на 2 секунды. Это выглядит вот так. И при повторном мы контратакуем. Контратака, и он как раз таки синергирует вот и с этой провокацией. Допустим, прожали провокацию, прожали его. Все, спровоцировали на себя и контратакуете. Контратака щитом. То есть, когда она нажата, вы в течение 2 секунд на этапе защиты получаете 20% защиты. Увеличивается защита на 20% вот на таком левеле раскачка. И при повторном использовании, либо по истечении времени он сам используется, даете в такой выпад. Соответственно, контратака. Плюс наносите вот этот фиксированный урон и 50% полученного урона в этот момент вы, когда его кастуете, вы вот этим выпадом возвращаете цели. То есть добавляется к этому урону 50% полученного урона. Соответственно, вы агрите
вот этим скиллом, то есть провоцируете на себя и вот с этой контратакой, получая урон, плюс 50% от этого урона полученного возвращается. Очень хороший скилл, очень хорошо синергирует с этим. Очень неплохой результат по урону, кстати, в ПВЕ выдает. Плюс-минус, учитывая, что это танк, это не ДД. И, соответственно, второй скилл есть у нас, это барьер света, ребят. Его можно не брать, его и можно брать, если прям не хватает прям в пати у вас выживаемости, если вы хотите просто быть саппортом таким и давать выживаемость своим союзникам, да, скажем, на очень сложных боссах, каких-то ивентах. Потому что иначе его никак не использовать. Его минус большой в том, что он кдшится 25 секунд. И на начальных таких этапах сейчас эти 25 секунд не очень, потому что действует он 3 секунды, но он дает очень много. Он дает очень много. Он на первом левеле вкачки он дает уменьшение получаемого урона на 31%. И у него пассивка использование барьера свет создает щит максимум 12% от ОЗ, от макс ОЗ на 3 секунды. То есть это то есть помимо вот этого снижения, то, что мы получаем еще и щит от Max OZ 12% на первом левеле. Это очень жирно, он очень сильный. Я его юзал, смотрел, как это работает. Но кулдаун большой, в принципе, нам и без этого нормально живется за счет вот этих пассивок, кстати. Да. Здесь у нас вот эта пассивка усиливает что? Увеличивает радиус силы действия, увеличивает радиус и силы действия, попадание уменьшает время восстановления контратаки щитом. То есть мы этим скиллом, соответственно, КД снижаем вот этого скилла, чтобы чаще контравыпады делать. Кулдаун у нас 10 секунд. Здесь мы на двоечку качаем. Можно и 3 вкачать на первых этапах, но нам поинтом на пассивок не хватит. И, соответственно, у нас добавляется урон к этому скиллу. Не к этому скиллу, а вот к этому пронзанию. Дальше у нас что? Щит. Щит ускоряет у нас восстановление. Вот эта пассивка ускоряет восстановление самого щита. У нас кулдаун 8 секунд. С этой пассивкой у нас теперь 6 секунд. И у нас на этапе защиты... Ой, подождите. Во время вот этого вращения щита все виды защиты увеличиваются на 14% в течение 5 секунд. То есть у нас теперь этот правосудие она имела характер, что восстанавливать хп часть, а здесь она имеет усиление всех видов защиты. То есть на 2 вкачанная 14% на 5 секунд. Это очень сильно, очень приятно. Следующее это у нас провокация, пассивка провокации карающего рева. Тут тоже очень сильно снижает кулдаун у нас, ускоряет на 1,5 секунды, грубо говоря, 1,4, да, на втором левеле прокачка. И его стоит ли в ПВЕ дальше прокачивать на ранних этапах? Ну, не особо. Можно и стоит, потому что вы его чаще будете юзать, и как бы контроль и внимание на вас будет, да, от каких-то боссов, да, с каких-то ивентов, но это и так будет на вас, поскольку вы будете тем милишником, тем ближним боем игроком, который как раз-таки всегда находится вблизи цели, и, соответственно, в основном агр будет на вас. Вот, и достаточно вам и этого. В 2 можно, да. Тут единственное, что кулдаун снижает и чаще всего. Но тут еще такой момент. Если цель провокации только одна, урон увеличивается на 100%. Это очень-очень жирно против соло целей. Так что хотя бы в двоечку качаем, потому что с левелом прокачки этот процент увеличивается. Вот. И, соответственно, у нас на 40 плюс левеле открываются пассивки. Очень интересные. Первая пассивка у нас называется заграждение.
При атаке врага с вероятностью 7% все виды защиты увеличиваются на 14% на 3 секунды с кулдауном 10 секунд. Это очень сильная пассивка. Очень сильно добавляет нам выживаемость, но, к сожалению, шанс невысокий при атаке врага. 7%. Но тут так скажу, когда много целей вас атакует, она очень часто прокает. И учитывая, что кулдаун там 10 секунд, из них 3 секунды мы под проком вот этой защиты, плюс помимо этого у нас других механик защиты. Она дополняет. Стоит ли ее вот так выкачивать? Да, стоит. Это очень сильно добавляет вам плотность. На каких-то, допустим, мобах очень много, где-то цели бьют. Вот очень сильно. Следующая пассивка у нас. Если ОЗ остается меньше 25%, у нас получаемый урон уменьшается на 14%. Но это 4-й левел прокачки, он вкачан, поэтому чтобы у нас было шансы выше, потому что шанс у нас добавляется с левелом по 1%. И, соответственно, у нас уменьшение тоже. Кулдаун 20 секунд, действует 10 секунд, это очень круто. И следующее у нас, если хп ниже 25%, эффект у нас получаемого лечения возрастает на 15%. Тоже, кстати, хорошая деф-механика в плане восполнения хп. И оно действует также на банки. Эффективность банок также увеличивается. Взято в 3. Это рекомендованная, кстати, вкладка, самая первая личная защита. Я бы сказал, можно ей пожертвовать на начальных этапах, не брать ее, освободить 3 поинта, и добить сюда. И сюда поскорее. Допустим, забрать отсюда 1 поинт просто, потому что в 2 мы тут и так можем вкачать. Не обязательно 8 иметь. Вкачать сюда 9, 3 будет эффективнее, чем вот эти 3 поинта на ранних этапах. Здесь. Сейчас, секундочку, ребят. Вот. Это что касается ПВЕ. Это ПВЕ, скажем, который имеет и урон неплохой, и, соответственно, выживаемость очень хорошую. Вот. Если прям вам очень сильно на команду не хватает урона, вы хотите плюс еще и команду забустить урона, тут можно взять таким способом, ребят. Тут можно взять вместо провокации и щита, можете взять цепи с аналогичной прокачкой, как и здесь поинтов. Просто меняете вот эти два скилла на цепь и щит. С пассивкой цепь будет, допустим, там, неважно, 7-2, и здесь будет, допустим, там 6-2 или 8-2, неважно. По две пассивки, и тут вы получите снижение физ-защиты цели, и, соответственно, команда будет тоже дамажить цели поприятнее. Это что касается ПВЕ. Так. С ПВЕ мы разобрались. Что касается ПВП. ПВП, ребят, тут такой момент. Рекомендованные цепи, да. Бесстрашная атака. Это у нас прыжок, стан, да. Провокация, да. И у нас щит. Щит. Тут еще такой момент. Можно бегать с щитом, но я бегал... Сейчас я вам покажу. Для удобства я просто возьму вот этот. Тут, кстати, по большей части, еще раз повторюсь, одна из игр, немногих, в которых рекомендуемые сборки более-менее сбалансированы. Единственное, какие-то пассивки чуть-чуть переделывать себе приходится. Смотрите.
Полностью согласен с этим набором, как и с правосудия, то, что у нас было, да, мы берем обязательно 3 навыка вот этих контроля, потому что у нас нету здесь основы на выживаемость, допустим, потому что у нас основа на выживаемость действует на монстрах, а противник это все-таки иной таргет. Соответственно, здесь что у нас взято? Здесь у нас взято вот через вот этот щит все с его усилением, ускорением, что он кулдаунится быстрее. И, соответственно, у нас есть все виды защиты на плюс 14%. Вот за счет этого мы становимся плотнее в спеке танка, а, но имеем меньше урона, поскольку у нас правосудие был здесь навык, который очень сильно дамажил. И здесь у нас, конечно же, провокация имеет меньше кулдауна за счет вот этого скилла. Я бы его даже еще в троечку вкачал бы, что можно было. И вот это ОЗ то, что и уменьшение получаемого урона. Здесь у нас вот этот ошибка. Я бы взял вот этот навык тоже. Потому что это большая ошибка. Целей много в ПВП, и по вам часто будут бить, потому что вы милишник, часто будет срабатывать. Это очень хорошая деф-механика. Даже с 5% шансом, хоть и 3 секунды, на единичку обязательно стоит. Один поинт отсюда сюда кинуть. Я не буду сейчас это перебирать. Сброс всегда бесплатный, можете перекинуть. Обязательно его берем, хотя бы на первых этапах на единицу точно берем. Это прям must have берем. Что касается вот этого щита, на что мы можем? Эти скиллы мы не заменяем, эти скиллы мы оставляем. Эти скиллы наш контроль, эти скиллы у нас частично какой-то имеет, допустим, мобильность, частично у нас основа это у нас выживаемость, соответственно, мы менять можем только вот этот щит. На что мы можем поменять этот щит? На пронзание души нам ничего с пассивки пробуждения такого не даст. Пронзание души имеет усиление только контратаки щитом. Соответственно, мы пронзание души не рассматриваем. Мы единственное, на что можем его заменить, мы можем заменить его на послеобраз щита. Можем заменить, и что мы получим с него. Пробуждения этого навыка у нас нету. Соответственно, мы только усилим что? Мы усилим урон нашей команды чуть-чуть, потому что у целей будут снижены все виды защиты. Как вариант, как саппорт скилл можно его взять. Вам он ничем не поможет, допустим, как щит. Щит все-таки имеет еще пассивку с замедлением. Вот, 40% замедления целям. Это неплохо. На область хорошая. Допустим, притянули щит, заюзали, они уже замедленные. Но мы рассматриваем как варианты. Здесь с этим щитом будет больше урона в целом для команды вашей. Если вы в пати играете, команды доверяете, можете взять вот этот скилл. Вот с такой же раскачкой можно взять 7-2 здесь и как раз таки на единичку взять вот этот скилл. Опять напоминаю, вот эту пассивку хотя бы как минимум на единицу надо взять. Можно отсюда забрать сюда. Сюда можно совсем даже не вкидывать так на старте. Но это наша деф-механика. И, соответственно, кого еще можем взять? Этот скилл мы не можем. Можем попробовать поиграть с контратакой. Играл с контратакой, ребят, и с контратакой, скажем так, в Колизее 3 на 3 абсолютно неэффективный скилл. Если вы, скажем, ну там по-другому никак. Вы в любом случае передняя линия, и вы всегда первым атакуете, тем более вы танк. Но скилл очень крутой. Допустим, если у вас получилось вытянуть там людей противника, спровоцировать скиллом, ревом и встать в стойку вот контратаки щитом. Это, это очень сильно поможет и команде, и
Если те, кто обратили на вас при провокации внимание, хорошо продамажат, ответка им придет очень неприятная, скажем, от этого скилла. Но реализовать этот скилл намного сложнее. От ситуации к ситуации не приходится. Это я говорю, потому что я играю там э, не два-три зашел, и кто-то говорит, вот, да я там у меня получилось. Нет, ребят, это говорится, когда ты делаешь боев 100 и эффективность. То есть менее эффективно, чем вот это. То есть здесь абсолютно соглашусь с рекомендованной раскладкой то же самое PvP контроль. Абсолютно соглашусь, за исключением вот этой пассивной истории. Сюда добавить один поинт как минимум надо. И, конечно же, в идеале хотя бы вот этот шанс выкрутить по максимуму, как можно, хотя бы до 10 шанс. Но опять-таки говорю, вас бьют несколько целей. Вы игрок передней линии. Допустим, в том же Колизее 3 на 3 помимо 3 игроков вас могут бить еще и их питомцы. И то есть этот шанс возрастает, что вас будут бить, да, много целей. И, соответственно, вот этот шанс может сработать, а это плюс к нашему дефу, к нашей защите. Соответственно, один поинт можно отсюда забрать сюда, кинуть, и один поинт кинуть сюда. Это будет вот отличный билд, скажем, под танка. Отличие от правосудия, чем будет танк. Выживаемость будет намного больше, но урона будет намного меньше. Намного меньше урона будет за счет здесь, который скилл был у правосудия, вспомним копьем, который в течение 5 секунд бьет. Но копье просто так не заюзать каждый раз. Тебе надо правильно скомбинировать, законтролить противников и заюзать его. Вот тогда он очень сильно продамажит. Вот, в принципе, все. А так, в масс ПВП каких-то по типу поля битвы, да, все-таки за место вот этого щита, кстати, можно взять и вот этот контратаку, кстати говоря. Допустим, большую пачку людей вы противника вытянули, и там в той суматохе, которая творится, вы можете очень много целей вытянуть, и, соответственно, вы видите, что прям жирные цели вытянули, и чтобы сильно не пострадать, можете сразу контратаку заюзать. Она сразу же сработает, даже без провокации, а после уже и провокацию. Тут уже смотрите по ситуации. Единственная замена ему вот будет его, вот вкачка его пассивки. Вот. Либо на команду, если вам не хватает урона, но вы потеряете чуть-чуть, скажем, не чуть-чуть, даже прилично выживаемости тоже, если берете, но урона добавите всей команде. Вот, ребят, это что касается двух классов, подклассов класса рыцарь. Максимально подробно постарался обозревать, скажем, навыки и вообще что и как они себя представляют, просто поиграв и узнав вот это все не на цифрах. И здесь все максимально, что как на своем опыте, скажем, наигранном за эти дни на арене, на разных этих, активно на стримах, видите, по 12 плюс часов это все игралось и все делалось. Вот. Надеюсь, я как-то чем-то в этом вам помог разобраться, скажем так, с этим классом, если кого интересовало, кто-то хотел его взять, но не знает, что он из себя представляет. Вот. И, соответственно, ребят, что вам скажу? Желаю вам всем добра, крепкого здоровья и давайте жмите лайки, подписываемся, ставим колокольчик там, прожимаете, чтобы не пропускать стримы и новые видосы. Комментируйте конструктивно, адекватно по теме видео и игры. Какие-то лишние ненужные высказывания, пожалуйста, не нужны, потому что я даже такие вчитываться не буду. Я сразу же
отправляю таких людей в блок-лист. Вот. В принципе, я думаю, я смог максимально выдать ту информацию, которая на данный момент нам открыта в игре и что мы можем использовать по персонажу. Так что всем добра, всем покеда.